Вообще, конечно, если бы не контексты, то в Петербурге прекрасное лето. Такое, знаешь, ну вот все ок. Мороженка, там арбузы, теплая погода, велосипед, все красиво. Но через все это вдруг какими-то довольно маленькими и случайными акцентами пробивается ад. То есть ты идешь, и вроде все прекрасно, и вдруг тебе навстречу мужик с футболкой Z. И ты сразу же как бы ловишь вот это вот, даже не флешбэк, потому что это не прошло, это не back, это now. И тебя сразу возвращает к тому, что ты не должен ни на секунду забывать, что эта действительность, она не выдуманная, это не какой-то жуткий лютый сон. Она более реалистична, чем этот твой маленький, уютный, такой приятный моментик, когда ты идешь по улице, и вроде бы все хорошо. Я все время думаю, что же будет, когда кончится лето. Больше надежд нету. Это реально так и кажется, потому что сейчас весь этот трэш балансируется хоть немножко ощущениями тела, ощущениями тепла, солнца, прогулки, друзей. Как будто бы это был маленький отпуск, но дальше его не будет. Мне сложно сейчас очень рефлексировать жизнь в России по-настоящему. То есть я в ней нахожусь, но при этом мне тяжело ее прям полноценно анализировать и осмыслять. Во-первых, очень много вещей происходит параллельно, и я просто не успеваю во все эти контексты. А во-вторых, это какая-то такая бешеная реальность, настолько огромная, настолько больше меня, что мне очень сложно ее вместить и даже охватить ее своим взглядом. Потому что в ней происходит все и сразу. Как вот раньше происходило все и сразу. На Камчатке были какие-то выбросы, не пойми чего. В Сибири горели леса, в каких-то колониях пытали людей, Крым был. То есть все и сразу. А теперь к этому всему и сразу добавилось еще что-то огромное и непостижимое. И поэтому ты находишься в какой-то такой совершенно страшной русской сказке, потому что по-другому я не могу это даже понять. Я все время думаю о том, что метафизическая действительность российская, она — это страшная сказка. Меня в этом всем еще пугает то, что как бы падаешь в работу. Это очень спасает, с одной стороны, а при этом все-таки сил забирает прилично. И вот это вот супер шаткий баланс, его сложно выдержать между тем, чтобы с одной стороны спасаться работой, а с другой стороны не разрушаться работой. Просто чисто вот по ресурсам, потому что ресурсиков очень мало. То есть я вот работаю и потом общаюсь с друзьями, например, вечером, и говорю, блин, я так устала, а я понимаю, что я сделала гораздо меньше объем и более медленно. Я реально меньше успеваю, меньше делаю, чем раньше, и я думаю, типа, откуда это? Огромное количество сил психических тратится постоянно на обработку вот этих вот вещей. С одной стороны, мы знаем, что есть вот эта военная ситуация, с другой стороны, она постоянно апдейтится. Плюс ко всему есть ты и твои какие-то чувства, а они все время есть, их очень много. И есть какой-то фоновый, какой-то психический мотор, который постоянно генерит такой туф-туф-туф-туф-туф, и вот на него уходит много-много ресурсов, это правда. Я просто еще всегда так жестко с этим борюсь. Типа я всегда думаю, что да не, я вообще всего своего потенциала даже и не задействую. Я вообще работаю там на 10% своей мощности. Фактически это же меняется, а мое восприятие собственных возможностей почему-то не меняется. Наверное, сейчас я еще больше радикализировалась в сторону анархо-фем-активистской повестки. Потому что, будучи активисткой последние несколько лет, из-за того, что мое окружение не является полностью стопроцентно активистским, у меня есть какие-то друзья, компании, персоны, которые вообще вне этой повестки, совсем-совсем. Есть люди, которые сочувствующие, но при этом они сами не включены в процессы. То есть максимум они могут донатить или там даже донатить мне, если у меня есть запрос кому-то помочь. И они готовы через меня этот запрос закрывать. Я стала радикализироваться и понимать, что если раньше это не мое дело было, сейчас я стала носителем такого убеждения, что это очень опасная позиция. В какой-то момент я перестала общаться с очень большим количеством людей. Ну, например, я общаюсь со своей пропутинской бабушкой, и меня это не беспокоит, потому что мы называем вещи своими именами.
но каждый по-своему. А вот общаться с людьми в кафе, у которых слон в комнате, вот это стало невыносимо. Если раньше я из-за какой-то нелепой вежливости это делала, мне казалось, ну странно, вот мы сидим, пьем кофе, у человека там свой бизнес, все хорошо, и у меня как бы в жизни тоже все хорошо. Проблема в том, что я еще из такой достаточно, ну, комфортной среды, что ли. Могу себя содержать, заниматься искусством, креативный фрилансер. Это же довольно привилегированная хуйня позволить себе такое. Не въебывать там все 6 дней в неделю. И поэтому начинать какую-то историю про защиту угнетенных, мне казалось, что я как будто бы говорю за других людей, апроприирую чужой опыт и не совсем имею на это право. Так вот, мне стало похуй на это абсолютно. И мне стало очень тяжело вообще в среде, где я по каким-то светским соображениям не могу говорить открыто о том, что происходит. И вот это основная вещь, которая очень сильно поменялась с момента войны. Потому что у меня ощущение, что я могла бы говорить больше, четче и громче до войны про все, что происходит, и не доделала вот этого. Я думаю, что каждый из людей, кто сейчас в активизме, задает себе вопрос, сделал ли ты все, что мог. В целом, на 85% я считаю, что сделала все, что могла. Но у меня есть ощущение, что в какие-то моменты я сдавала назад. Не хотелось ставить других людей в неловкое положение. И с войной это ушло, стало совершенно похуй. Ну, наверное, людям в Киеве тоже не очень приятно, поэтому мы можем потерпеть здесь сейчас вот этот вот дискомфорт в нашей беседе. Ты все больше и больше убеждаешься, что те вещи, о которых ты говорил очень аккуратно или думал очень аккуратно, потому что, типа, неловко быть радикальной феминисткой, неловко радикально отрицать патриархат как зло и все это озвучивать. Хочется же это сделать, блядь, художественно и как-то приятно, и глубоко, сука, и тонко. И вдруг ты понимаешь, что только это и имеет смысл, и имело смысл. Это был вопрос выживания, а не этики. В плане эмоциональном в моем случае все довольно жутко, потому что я из тех персон, кто является носителем вечной тоски и грусти. Ну, то есть вот я живу с какой-то вот такой меланхолией в душе, такая она немножко русская, интеллигентская, чутка экзистенциальная такая вот история про мир, про жизнь, вся хуйня. И я думала о том, что это как бы не норм. Ну, типа, скорее всего, это какое-то огромное количество непрожитых эмоций, может быть, с детства, с подросткового периода, что это просто психологическая работа, которую нужно делать и так далее. И периодически она же по-разному проявляется, в том числе токсичная, и если происходят токсичные проявления, то чаще всего их ловят близкие. Иногда ты очень небережен, неаккуратен, что-то еще. Проблема в том, что война, она вообще легализовала для меня вот эту ебучую печаль. Что у меня наконец-таки есть причины для того, чтобы быть дейли вот в этом всем, вот в этой фрустрации. И я это долго не осознавала. Я почти сразу была в терапии, потом у меня случился вынужденный перерыв, мы немножко не совпали с терапевткой в какой-то момент, и вот у меня не было ресурса, чтобы искать нового человека, потому что это тоже процесс сонастройки и так далее. И я думала, вот-вот, вот там, на следующей недельке, через недельку, там я этим займусь. И я этим всем не занималась, и все глубже в это погружалась, и чувствовала, как мне наконец-таки можно все время горевать. И меня это пугает, потому что я просто не вывожу периодически из-за этого. С одной стороны, вроде бы это ок, что ты разрешаешь себе какие-то вещи, которые не разрешал раньше. Погружаться вот в эту бездну уныния. А с другой стороны, она же поглощает, и в какой-то момент тебе все сложнее из нее выбираться, или вообще ты не можешь из нее выбраться самостоятельно. И уныние, оно заполоняет, это правда. И что бы ты ни делал, где-то на периферии сознания оно живет, и иногда оно обретает некое материальное воплощение вне меня. Когда я там слышу бухие оры мужиков про Россию, Путина, хохлов и этот весь трэш, это уныние материализуется. И с одной стороны ты обретаешь вот эту цельность и уверенность в том, что ты все делал правильно и все делаешь правильно, но с другой стороны она балансируется чуть более глубокой печалью по отношению к остальному миру. Мне кажется, что генеральное мое состояние, оно просто углубилось. Оно не то чтобы сильно изменилось, потому что я не могу сказать, что у меня были какие-то иллюзии раньше. Конечно, блядь, все сложнее и сложнее.
Потому что есть беда с тем, что очень хорошо налажена связь мозга и условно негативных эмоций, и очень мало налажена связь мозга и радости. Я, например, поняла, что стало сложнее относиться к сюрпризам. Они несут для меня тревогу, потому что очень уже долго, уже полгода, неизвестность. Она связана с чем-то травмирующим и пугающим. Почему там, допустим, у всех произошел адский думскроллинг? Потому что мы хотим снизить ужасную неизвестность. Пускай она будет ужасная, но известная. И ты как бы не ждешь хороших сюрпризов. И я хуже понимаю и больше думаю о том, что же мне приносит сейчас радость. Или какое-то удовольствие, кроме еды. Что я могу еще сделать? И очень сложно найтись в этом всем. Раньше меня очень легко и круто поддерживали поездки. А сейчас любое путешествие– это набор противовесов. Очень сложная история. Потому что ты вообще, в принципе, да, своим существованием уже являешься какой-то такой системой триггеров. Или для тебя какая-то новая реальность является системой триггеров. В Грузии было удивительно, как я ходила, и везде все желто-синее, и сначала это очень разъебывает. Не в плане там, что мне не нравится или мне хуёво, а просто это, блядь, удивительно. Потому что ты находишься в ситуации, где это все максимально подавляется. И ты несознательно каждый раз, когда с этим сталкиваешься, это такое: «О, нихуя себе!» Сначала так, потом ты это наблюдаешь и чувствуешь огромное облегчение. По факту это такой простой жест, он такой простой и такой... Я не хочу обесценивать этот жест, я к тому, что он ничего вообще не несет за собой разрушительного. Вот это вот демонстрация, блядь, символики. Что-то продемонстрировал, всех нахуй облучило. Ты понимаешь, что он такой простой, и так на самом деле кайфово иметь вот эту возможность, и ей можно не пользоваться, но иметь. Но следующий этап– это когда ты начинаешь замечать капитализацию, когда ты начинаешь замечать фенечки, которые продают, брелки с сердечками, которые продают. То есть, когда ты видишь, что капитализм и это проглотил, и это съел, и ему ок, и ему как бы похуй и заебись, потому что это прекрасно капитализируется. А если ты оказываешься в какой-нибудь условной Сербии или в Турции, которая как бы невзначай, но поддерживает агрессивную сторону, то у тебя обостряется внутренний конфликт. И факт-то в том, что мир изменился очень сильно. И ты вроде бы это понимаешь, но действительность-то твоя не изменилась. Ты ходишь по тем же улицам, по тому же городу, в целом встречаешься с теми же людьми. Тебе все еще делают твой любимый кофе в кофейне. Но мир пиздец другой. И вот это очень тяжело. Потому что ты как будто бы сошел с ума немножко. Как будто бы мир изменился только для тебя.